Миша в очередной раз просрал 6 часов в видеоиграх и соцсетях, и он чувствует себя раздавленным. Из раза в раз он тратит кучу времени на вещи, которые должны приносить ему удовольствие, но он постоянно чувствует себя отвратительно. Но если он чувствует себя виноватым, почему он продолжает это делать? Ах, вот бы я мог получать удовольствие от правильных вещей. Для того, чтобы ты понял это видео, нам нужно разобраться с понятиями instant gratification и delayed gratification, или же активности с моментальным вознаграждением и отложенным вознаграждением. Instant gratification — это все вещи, которые ты делаешь импульсивно. Социальные сети, видеоигры, алкоголь, наркотики, сигареты, порнография и так далее. Все это вещи, которые приносят моментальное вознаграждение без пользы. И как только сиюминутное удовольствие кончилось, остались только последствия. Жир, зависимости, похмелье, проблема со здоровьем. Delayed gratification — это все активности, которые мы знаем как полезные. Тренировки, учеба, чтение, медитации, работа над собой и все другие активности, которые не дают нам моментального вознаграждения и стимуляции как instant gratification, но которые дают отложенное вознаграждение сильно высшего уровня. Эти вознаграждения остаются с нами и дают нам чувство удовлетворения и счастья как в настоящем, так и в будущем. Тогда почему, если мы знаем, что есть полезные для нас вещи, мы все время стремимся сделать вредные для нас вещи? Для ответа на этот вопрос нам нужно залезть к себе в мозг. Если сильно упростить, наш мозг можно разделить на 3 части. Первая часть нашего мозга самая древняя, и она отвечает за всю базовую регулировку нашего тела. За сердцебиение, за давление, за температуру, за пот в ответ на температуру и за подобные регулировки нашего тела. Вторая часть нашего мозга — это относительное эволюционное нововведение. Она также присуща некоторым млекопитающим, и это обезьянья часть нашего мозга. Она отвечает за более продвинутые ощущения в нашем мозгу. Чувство опасности, сексуальное влечение, я хочу тебя, страх, агрессию и подобные ощущения, свойственные и другим млекопитающим. И последнее нововведение эволюции — человеческая часть нашего мозга. Именно благодаря ней мы способны на понимание такой концепции, как прошлое, будущее, на планирование, на эмпатию. И именно благодаря этой части мозга мы способны превращать какие-то абстрактные пиксели на экране в осознание того, что это другие люди, и, соответственно, в эмоции и переживания. В этой информации и кроется ответ на наш вопрос. Самая продвинутая часть нашего мозга спорит с той частью мозга, которая манипулирует штабы ученых, штабы дата-сайентистов, огромные мегакорпорации, которые борются за твое внимание и за право контролировать твои импульсы. И это хорошо, что ты чувствуешь эту вину и что ты чувствуешь эту борьбу. Значит, сознательная часть твоего мозга все еще жива и подает сигналы бедствия. Особенно легко ощутить неоднородность нашего мозга после того, как мы объелись, подрочили, проскроллили несколько часов в соцсетях, и наша довольная обезьяна наконец-то может ненадолго притихнуть, и мы испытываем вину, на которую способна только самая продвинутая часть нашего мозга. Поскольку наш мозг — это очень дорогая штука, и она потребляет примерно 20% всех наших энергетических затрат каждый день, естественно, организм пытается не прибегать к ее услугам слишком часто и когда это не нужно. И поэтому 95% наших автоматических мыслей принадлежат именно обезьяньему мозгу. И именно поэтому у этой части мозга такой контроль над нами. Но можем ли мы что-то сделать в этой битве с многомиллиардными корпорациями и современными технологиями? Мой опыт избавления от зависимости от видеоигр, от соцсетей, от интернета, от порнографии и от многих других вещей, и опыт миллионов таких же людей показывает, что действительно, несмотря на все это, наш мозг действительно настолько мощная штука, что мы можем что-то противопоставить всем этим корпорациям. Тогда давай подумаем. Приведу аналогию, которую поймем мы оба. Аналогию с видеоиграми. Когда нам нужно было прокачать какой-либо навык в видеоигре, мы шли и делали активность, которая дает нам XP, опыт, в нужном нам навыке. То есть мы можем делать активности, которые дают XP нашему человеческому мозгу, и вместо того, чтобы создавать врага в своей голове, укротить нашу собственную обезьяну. Чтобы развивать человеческий мозг, нам нужно качать навык сознательности. Сознательность — это способность мозга анализировать окружающую действительность, отдавать себе отчет о происходящем и контролировать обезьянью часть мозга. Но как нам брать XP, чтобы качать сознательность? Ты знаешь, что я скажу. Медитация — это самое очевидное и самое подходящее в нашем случае, поскольку помимо того, что это дает нам XP в сознательности, это еще и автоматически обучает человеческий мозг контролировать обезьяний мозг и останавливать его автоматические мысли, когда это нам не нужно, и когда они идут не в нужном нам русле. Возможно, ты уже пробовал медитировать, сделал это несколько раз, тебе это не помогло, для тебя это не сработало, и ты просто забил на это. Чем ты отличаешься от жердяя, который приходит в спортзал, делает несколько тренировок и потом говорит: у меня после тренировок болят мышцы, и поэтому это для меня не работает? Оно просто не может не работать из-за самого механизма медитации. Поэтому дело в том, что ты делал это неправильно. Теперь, как делать это правильно? Давайте разбираться. Обычно люди начинают с этапа, когда ты уже в сознательном моменте. И в этом заключается главная ошибка. Смысл медитации в том, чтобы фармить опыт на каждый возврат в сознании. Соответственно, мы начинаем не с сознания, мы начинаем с потери сознательности. Нужно воспринимать сознательность в данном ключе просто как мышцу. И каждый наш возврат к сознательному моменту — это, грубо говоря, одно сгибание на бицепс, одно приседание. Это одно движение, которое дает нам XP, XP, XP. Поэтому, чтобы правильно фармить опыт на медитации, делаем следующее. Первое. Ты уже думаешь о чем-то, о чем не должен думать. Второе. Ты понимаешь это.
Третье. Ты без осуждения спокойно помечаешь эту мысль и переводишь внимание обратно на дыхание или на какую-то часть тела, на которую ты обращал внимание. Четвертое. Ты в сознательном моменте. И вот именно на этом шаге у тебя уже нет мысли, и это продолжается какое-то недолгое время. Но смысл не в том, чтобы бесконечно находиться на этой фазе, а в том, чтобы каждый раз замечать переход и возвращаться. Мы научили человеческий мозг вовремя включаться и останавливать обезьяну. Но это довольно неэффективно. Тогда как нам научить нашу обезьяну не делать нашу жизнь хуже? Теперь нам нужно научиться контролировать наши автоматические мысли, которые составляют примерно 95% всех наших ежедневных мыслей. В этом нам поможет дневник благодарности. С помощью него мы научим нашу обезьяну автоматически думать позитивно и благодарно. Но как его вести? Выбери свою любимую тетрадку, выбери нормальную ручку, которая тебе будет комфортно писать, и начни писать. Я благодарен за этот цвет Уланза, который позволяет мне снимать эти видео с довольно хорошей картинкой и при этом стоил мне почти ничего. Я благодарен за этот штатив Dex, который я тоже купил в свое время за копейки и который все эти годы служит для всех моих творческих целей и помогает мне снимать видео. Я благодарен за эту книгу, которая в свое время помогла мне хорошо разобраться, в чем действительно проблема в порно, и не просто сидеть думать, господи, как плохо порно, а конкретно знать, какой вред оно мне приносит. Просто также думай о всех вещах, которые ты принимаешь за данные, за которые ты обычно не благодарен, и заставляй свой мозг конкретно прикладывать усилия и быть благодарным за это. Но мне неудобно писать в тетрадке, можно на телефоне? Мой ответ – нет. Твоя задача – научить свой мозг переключаться в режим благодарности и проводить в этом режиме максимально долгое время и переобучать свою обезьяну. Поэтому берем красивую тетрадку, ручку, как раз вспомнишь, каково это 5 минут провести без телефона. К благодарности тоже можно относиться как к мышце. К сожалению, мы не можем выработать навык благодарности на всю нашу жизнь, и поэтому, если вы просто забьете на это и перестанете им заниматься, мозг обвернется к своему нормальному состоянию. Поэтому это должно стать вашим ритуалом, а для этого качаем Todoist, Google календарь или любой другой органайзер вашего дня и делаем из этого ваш ритуал. Относитесь к этому не как к части вашего протокола для изменения вашей жизни, который вы будете держать неделю, месяц. Относитесь к этому как еще к одной привычке, которую вы должны добавить в свой список до конца своих дней. Но почему вообще для всех этих изменений нужны такие сложные методы? Ты ведь не первый раз пытаешься что-то изменить в своей жизни, и каждый раз ты чувствуешь себя, будто ты плывешь против течения, будто ты пытаешься сломать себя. Задумайся, занимаются ли этим счастливые люди, и приходится ли им проходить то же самое? Вряд ли. Я приведу аналогию. Представь резиновый браслет. Чтобы изменить его состояние, единственное, что ты можешь сделать, это его натягивать. И чем больше ты его натягиваешь, тем либо он сильнее отскочит в свое базовое состояние, либо порвется. Мы занимаемся тем же самым. Я не думаю, что мы хотим порваться. Поэтому единственное, что мы можем действительно эффективно сделать, так это изменить базовое положение браслета, а не пытаться все время его деформировать. Что я имею в виду? Если ты все время идентифицируешь себя как человек, который бросает курить, бросает плохой образ жизни, начинает заниматься спортом, ты никогда не станешь человеком, который будет по-настоящему вкалывать в этом деле и оставит это на всю свою жизнь. Поэтому самое разумное, что мы можем сделать в этом случае, это изменить и наше базовое положение. Сделать мы это можем через промывку себе мозгов. При том, что звучит довольно грустно или весело, в зависимости от того, кто это слушает, на самом деле это то, что помогло мне больше всего. Пока я был человеком, который определяет себя как жирдяй, который несколько раз ходит в спортзал, впервые пришел и, скорее всего, бросит, у меня ничего не получалось. Как только я промыл себе мозги и убедил себя, что я профессиональный спортсмен, как бы тупо это ни звучало, наш мозг — это не только про химию и физику, это еще и про психологию, поэтому это сработало. Впервые в жизни я стал относиться к этому настолько серьезно, что тренировок просто не было в моем хэбит-трекере. Я не следил за тем, хожу ли я на тренировки. Я просто не пропустил ни одной тренировки за 3 года. Потому что я больше не жердяй, который сидит в комнате, играет в видеоигры и смотрит аниме. Я спортсмен, который каким-то хером оказался в весе 158 килограмм, но спортсмен, который действительно заряжен на результат, спортсмен мирового уровня, который работает над собой, который изучает все последние исследования и который обсессивно этим интересуется. И в зависимости от твоих целей ты можешь делать с собой то же самое. Эта промывка довольно странный процесс. Ненадолго тебе придется стать человеком, на которого все довольно странно смотрят, косят в твоем привычном окружении и не понимают, что с тобой происходит, но это полностью стоит того, учитывая результат. Что делал я? Я вешал везде бумажки с мыслями, которые мне нужны. Я писал какие-то вещи на руках, чтобы не забыть о том, что все, я теперь другой человек. Я ставил другие обои. Я включал черно-белый фильтр на телефоне. Самое экстремальное, что вы можете сделать, это вообще побриться на лысо. И это на самом деле довольно распространенная вещь в нашем self-improvement комьюнити. Но я бы приберег этот инструмент для случая, если ваша жизнь действительно требует полной перестановки, полной починки, и вы должны каждую секунду напоминать себе, что с этого момента вы другой человек, и это будет самым эффективным инструментом для этого. И это на самом деле работает, и я до сих пор этим пользуюсь. Банально, даже пока я снимаю это видео, ну-ка, будет видно на камере? Даже вон,
Опа. Даже вот видно, я до сих пор это использую, и до сих пор вешаю себе бумажки и на стену, и до сих пор меняю обои с мыслями, которые мне нужны. Поэтому, как бы тупо это ни было, это работает. Вместе с этим ты можешь использовать обычный дневник, который помимо того, что должен быть использован для анализа своих страхов, сомнений, негативных мыслей, каких-то убеждений, которые есть в твоей голове, которые тебя останавливают, также может быть использован для того, чтобы устанавливать новые убеждения в своей голове и уверять себя в чем-то, доказывать себе что-то и промывать свой мозг постепенно, планово. Ты можешь просто использовать эффект лупы в свою пользу, вместо того, чтобы подсвечивать, как обычно делает твой мозг, негативные моменты в твоей жизни, подсвечивай вещи, которые ты сделал правильно. Я съел норму белка сегодня, я потренировался, я узнал больше о тренировках, я не пропустил сегодняшний день. И таким образом ты приведешь себя к новым убеждениям, которые откроют тебе уже дорогу для желаемого тебе результата. Номер 4. Заправь свою постель. Я прям бизнес-тренер. Так, пункт номер 4. Заправь свою постель. Про что это вообще? Задумайся, почему во всех армиях мира, вне зависимости, это армия Востока, Запада, бедной страны, богатой, самым первым пунктом, через который проходят все солдаты, является уборка постели. Потому что именно этот мелкий ритуал начинает вырабатывать в обычных людях культуру бытовой дисциплины ежедневной. Дисциплина — это не про походу в спортзал, это не про запись еды в приложении. Дисциплина — это навык выполнять работу, особенно ту, которую не хочется выполнять. Просто на секунду представь, если бы в общеобразовательной школе не было расписания. Ты бы просто приходил и тебе говорили: вот занятие, сделай вот это сегодня. Это анархия. Поэтому точно так же ты не можешь допустить анархию в своей жизни, если хочешь ее контролировать. В твоей голове не может появиться порядок, если вокруг тебя насрано. Это заставляет тебя делать кучу лишних действий, терять свое время думать о том, что ты должен это убрать, о том, что тебе так удобно. И ты просто тратишь лишнее пространство в своем мозгу и даешь волю своей обезьяне. Ведь в этот момент ты не думаешь сознательно. У тебя появляются автоматические мысли, а мы хотим контролировать свои автоматические мысли. Поэтому встань, заправь свою кровать, убери говно с пола и возвращайся. Еще одна бонусная мысль, которая пришла ко мне во время монтажа этого видео и во время того, как я тренировался. Самое эффективное, что мы можем сделать из физического поля, для того, чтобы научиться контролировать свою обезьяну, это тренировки. И не просто любые тренировки, хотя я всегда выступаю за силовые, не за кардио, не за подобные тренировки, а именно функциональные тренировки. Пока я это говорил, пока я буду говорить, на фоне будет идти футаж с моих функциональных тренировок. Почему именно в этом плане для контроля своей обезьяны эти тренировки имеют некоторое преимущество? Банально потому, что во время силовой тренировки, несмотря на то, что мы в общем сильно довольно устаем, изнашиваем свою мышцы и организм, на протяжении этой тренировки мы чувствуем себя относительно комфортно. Но во время функциональной тренировки твоя рептилия, часть мозга, твоя обезьянья часть мозга умоляет, визжит о том, чтобы ты остановился, и ты вместо того, чтобы просто заставить себя прийти в спортзал и как бы заставить себя сделать тренировку, ты должен каждую секунду заставлять себя продолжать, ты должен каждую секунду бороться с дискомфортом и своей сознательной частью показывать то, что ты здесь хозяин, и то, что ты контролируешь свое тело, а не твоя обезьяна, которая просит комфорта и остановиться. И плюс, вот даже на этом кружочке видно, я говорю, что я ненавижу функционалки, потому что действительно очень тяжело, но при этом по моему лицу видно, что на самом деле я получаю от этого удовольствие, поэтому периодически насилую себя функциональными тренировками. И последняя мысль, которая мне пришла на этот счет: не делай из обезьяны своего врага. Я не из тех, кто будет рассказывать тебе, что у тебя нет врагов, что все мы друг другу друзья. Я искренне считаю, что все мы как мужчины конкурируем. Конкурируем за рабочие места, за ресурсы, за страны, за женщин, за что угодно. Но нам точно не нужно враждовать и конкурировать со своим мозгом. Сам подумай, может ли твой мозг желать тебе зла. Эта обезьяна была нам абсолютно необходима для выживания все эти сотни тысяч лет. И просто в последние десятилетия эта обезьяна оказалась недостаточно защищена. Многомиллиардных индустрий, которые борются за твое внимание, борются за твои импульсы и в процессе этого нападают на твою бедную обезьяну. Поэтому не спеши доставать кнут. Напиши в дневнике, как ты благодарен за свою обезьяну. Найди с ней общий язык, вылечи ее и сделай ее своим товарищем, а не своим врагом. Если тебе было интересно это видео, то лайк, подписка. Если ты хочешь персональных консультаций со мной, моего опыта, моих знаний и моей помощи, то ВК, почта всегда открыты. Я считаю того храбрецом, кто превосходит свои желания, а не того, кто побеждает врагов. Самая тяжелая победа – это победа над собой. Аристотель. Стремись к совершенству.